Всем привет! Сегодня хочу с вами разобрать, как связать вот такой вот красивый узор. Очень он эффектно будет смотреться в каком-нибудь джемперочке. Также этот узор можно вязать, ну, не полностью весь джемпер вот этим узором, а сделать какой-нибудь акцент, выделить либо вот возле горловины вот эту часть, либо как-то выделить рукава, либо наоборот вот внизу провязать вот таким вот клином, да, вниз сошедшим, либо наоборот вверх поднимать. Как у меня вот здесь, да, я начала полностью узором и теперь постепенно уже закрываю вот здесь. Это у меня такой вот образец. Либо рукава тоже выделить как-нибудь, начать вот здесь в начале, да, будет очень тоже хорошо смотреться. Он очень простой, узор запоминается быстро, ничего сложного нет. Там получается 8 петель у нас идет в ширину и 8 рядов в высоту, из которых там 2 ряда повторяются, одинаково вяжутся, 2 ряда немножечко по-другому. И изнаночная сторона вяжется стандартно. Все петли мы вяжем по узору, но здесь они все идут изнаночные, так что ничего сложного нет. Изнаночный ряд, все петли изнаночные. Так, и давайте начнем вязать наш узор. Значит, смотрите, я уже набрала. Вот здесь у меня один раппорт. Каким образом? Значит, смотрите, я набирала. Раппорт у нас составляет 8 петель в ширину. Но нам, если мы будем вязать прямое полотно не по кругу, нам нужно будет в конце добавлять для симметрии 3 петли и плюс 2 кромочные петли. 2 кромочные петли. Просто так. То есть всего добавляем 8, умножаем на количество повторений нашего узора. Узнали, сколько петелек нам нужно, да? И плюс к этому 3 петли для симметрии и 2 кромочные. Все. Вот нужное нам количество петель. И если же мы будем вязать по кругу, то никаких петель для симметрии и кромочных петель, соответственно, мы не добавляем. Просто умножаем количество повторений нашего узора на 8 и все. Получаем нужное нам количество петель. Значит, давайте начнем. Я уже набрала. Здесь у меня один раппорт. Для одного я набрала 8 петель плюс 3 петли для симметрии и плюс 2 кромочные. Итого 13 петелек у меня получилось. Провязала первый установочный ряд изнаночными петлями. И сейчас будем вязать с вами первый ряд узора. Каким образом? Кромочную петлю я снимаю. Дальше вяжу 3 лицевые. 1, 2, 3. 3 лицевые. Делаю накид. Провязываю 2 петли вместе с наклоном влево. Провязали. Дальше вяжу 1 лицевая. Теперь мне нужно провязать 2 петли вместе, но с наклоном уже вправо. Я петельки разворачиваю и провязываю их вместе с наклоном вправо. Делаю опять накид. И все, на этом наш раппорт закончился. Теперь я уже вяжу петельки симметрии. То есть это у меня 3 петли лицевые. 1, 2, 3. И кромочная, изнаночная. Вот таким образом. Все изнаночные ряды мы будем вязать просто изнаночными петлями. Так, провязали. Это наш второй ряд. Сейчас третий ряд узора у нас получается. Кромочную я снимаю. Теперь у меня идет накид. 3 петли вместе. Я их провязываю просто. Завожу сразу спицу за 3 петли. И провязываю вместе. И все. Вот таким вот образом. И если вам вот так провязывать тяжело, ну, у вас может быть толстая нить, неудобно, тогда вы можете первую петлю снять, следующие 2 провязать вместе и через вот эту вот снятую это все протянуть. Вот таким образом. Оно, по сути, получается то же самое,
Ну, немножечко, может быть, полегче кому-то так будет. Так, провязали 3 вместе. Далее опять делаем накид. Следующая петля идет лицевая. Опять делаем накид, 3 петли вместе. Накид и лицевая. Все, закончился наш раппорт узора. Теперь петли симметрии, то есть накид, 3 петли вместе, накид и кромочная изнаночная. Так, изнаночный ряд, все петли изнаночные. Это 4-й ряд у меня будет. Так, и сейчас все, в принципе, последний ряд узора, потому что 5-й и 7-й ряд, они вяжутся абсолютно одинаково. Сейчас я вам покажу. Значит, смотрите. Кромочную снимаем. Это 5-й ряд наш узора. Опять делаем накид, 3 петельки вместе. Так мы будем вязать с вами 5-й и 7-й ряд. 3 петельки вместе провязываем. Опять накид. И сейчас 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Все. Закончили наш раппорт узора. И провязываем петли симметрии. Накид, 3 петли вместе, накид и кромочная изнаночная. 6-й ряд. Это у меня идут изнаночные мои петли. Сейчас провяжу. Так. 6-й ряд. 7-й ряд провяжу точно так, как я вязала вот сейчас. 5-й ряд. Сейчас вяжем 7-й. Кромочную снимаем, делаем накид. 3 петли провязываем вместе. Так. Опять делаем накид и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И петельки симметрии опять. Накид. 3 петли вместе лицевой петелькой провязать. Сделать накид и кромочную изнаночной провязать. Вот таким образом. Сейчас последний 8-й ряд нашего узора. Он вяжется изнаночными петлями. И все. И дальше мы уже начинаем провязывать все с 1-го нашего ряда. Делать повторение. Как мы вязали в 1-м ряду. Вот. 8-й ряд довязываем. Сейчас покажу, что у меня получилось. Вот здесь вот. Где у меня здесь начало? Вот получилось у меня. И сейчас будем вязать, если мы 1-й наш, получается, ряд узора уже, да, повторять. Пойдет вот такое вот у нас здесь сужение, да. И вот такие вот, как бы, стрелочки получатся маленькие. Ничего сложного нет, но смотрится очень даже красиво. Надеюсь, это видео было вам полезным. Подписывайтесь, обязательно пишите комментарии.